замечательную лекцию. Вот. У меня два вопроса. Первый касается первоначального вопроса насчет математики. Правильно ли я понял, что ваш ответ включает в себя, что в науке существует принцип веры? То есть, сейчас объясню, что это означает. Лично я в это верю. То есть вся математика, например, базируется на теории множеств, которую мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. И в этом стоит вера математиков в эту теорию множеств. И все научные изыскания, они, получаются, имеют веру вот в этом узком. То есть правильно я понял, что ваш ответ был именно No. Нет. On an ultimate level, set theory doesn't exist. Я бы сказал, что на абсолютном или высшем уровне теории множеств также не существует. But on a conventional level, it does. Но на объективном уровне она действует, она существует. On the level of language. На уровне языка. And here we're talking more about mathematical language. А здесь мы больше говорим о математическом языке. It does exist. Она существует. There are rational, logical relationships. Есть взаимосвязи, логические, рациональные. On a conventional level, they do exist. На объективном уровне они действуют. It's just when we begin to look deeper, the existential quality of set theory of the mathematical relations. Когда мы начинаем заглядывать глубже, так сказать, смотрим на экзистенциальные составляющие математических теорий, теории множеств. On that deeper, ultimate level, they don't exist. На этом глубоком уровне они не существуют. This is a hard concept, a hard thing to understand. It's not intuitive. Это сложная вещь для понимания. Она не раскрывается интуитивно. Второй вопрос, связанный с этим. То есть вот наша реальность это сон, это мираж, отражение, то есть, и физика с этим согласна. Вопрос, вот, да, правильно ли я понимаю, что буддизм считает, что за этим уровнем реальности, который мы с вами воспринимаем, существует другой истинный уровень реальности? За этим относительным уровнем, да, есть, который мы воспринимаем как сон, да. Yes, да. Ну, в этом, наверное, отличие. Нет. Beyond this conventional reality, there is another reality. Скорее, буддийский ответ прозвучит так. За этим уровнем относительной реальности есть еще один уровень реальности. And that reality is no objective existence. Но и этот уровень реальности также не обладает объективным существованием. That beyond the conventional reality, nothing exists. За пределами объективного существования нет ничего объективно существующего. And so, as a non-quantum physicist, but with an interest, я и сам не являюсь квантовым физиком, но я глубоко интересуюсь квантовой физикой. I think this is the same as Buddhism. Я бы сказала, что то, что говорит квантовая физика, и то, что говорят буддисты, это вещи очень схожие, если только не одно и то же. Хотел спросить, имеется ли в виду эта теория скрытых параметров? Maybe something to do with this theory of hidden parameters. Please explain. Можете объяснить, если есть детали терминологии? Теория скрытых параметров состоит в том, что квантовая физика имеет то есть, случайное описание, то есть она описывает поведение вещей в мире случайным образом, то есть предсказывает их вероятности.
So the quantum physics, when it describes the physical bodies or physical things, kind of guessing, it's kind of guessing the probability. He's dealing with probability. А теория скрытых параметров, которая разрабатывалась Эйнштейном, предполагает, что существуют такие параметры, которые нам неизвестны, которые дополняют, детерминизируют эту теорию. То есть имеется ли в виду, вот, в ваших словах, что существует вторая реальность, вот именно эта теория скрытых параметров. So when you say about second reality behind the first reality, maybe it's something to do with this theory of hidden parameters. No. I think so. If we, for a moment, look at the Schrödinger cat thought experiment. Если мы вспомним мысленный эксперимент с котом Шрёдингера, where a cat is placed in a box, когда кота сажают в ящик, a sealed metal box, закрытый металлический ящик, and there's a second metal box outside. и еще один металлический ящик находится за пределами ящика с котом. And with the cat inside these two metal boxes. И вот у нас два ящика. So we have two boxes in one of which. No. They're concentric. There's a box within a box. Нет, это ящик в ящике. То есть кот в ящике, и этот ящик поставлен еще один ящик. And inside the inner box is a cat. Внутри внутреннего ящика находится. Внутри большого ящика кот находится. Ну и есть еще один ящик сверху. Внутри есть маленький ящик. А внутри этого маленького ящика. Okay, let's start over. We have a cat. Давайте еще раз, чтобы вы не запутались, не знакомы с этим. The cat is inside a sealed metal box. Кот находится внутри металлического закрытого ящика. And that sealed metal box is within another sealed metal box. Металлический ящик помещен в другой металлический ящик. With the cat is a little, we call it a vial, a test tube. A glass test tube. Vial. Это Vial. химия используется, господи. You know, in the laboratory, who are the chemists? Chemists. Внутри ящика. You work always with little vials or test tubes. Внутри ящика. What's the Russian word? Пробирка. Okay, good. So there's a test tube. And inside the test tube, there's a small amount of radioactive substance. И внутри этой пробирки находится небольшое количество радиоактивной субстанции, радиоактивного вещества. And this radioactive substance slowly decays. И это радиоактивное вещество медленно разлагается. So half of it decays in 1 minute. Полураспад в течение 1 минуты. В течение 1 минуты. Yeah. Now we're looking at 1 minute of this experience, 1 minute of this situation. Вот мы смотрим на одну минуту этого события. В течение 1 минуты наблюдаем. Yeah, good. Wonderful. No, wonderful. So after 1 minute, there's a 50-50 chance that this radioactive substance will decay. И получается 50-50 По окончании 1 минуты вероятность 50 на 50, что произошел распад. And if this radioactive substance decays, и если этот распад происходит, it will cause another test tube to turn over тогда переворачивается другая пробирка and spill some very toxic acid. и тогда разбивается какая-то очень сильная кислота, That will instantly kill the cat. которая тотчас же убивает кота. Now remember, this is a thought experiment, not an actual Помним о том, experiment. конечно, что это мысленный опыт, да, никто не убивает никакого кота. So, as a Buddhist monk, we're not killing cats. Потому что, будучи буддийскими монахами, мы не можем позволить себе убийство кошек. We're just thinking. Пока мы только размышляем, это мысленный эксперимент. So, the question is, in this 1 minute, is the cat dead or is the cat И alive? вот в течение этой 1 минуты, какой результат мы получаем? Кот жив или кот мертв? You can't look. Everything's closed. The system Смотреть is мы не можем, closed. потому что система закрыта, и мы ничего не видим. So what do you think? Is the cat dead or alive? Что вы скажете, кот Ответить мертв невозможно. или жив? It's impossible to answer.
Okay, impossible to answer. Any other answers? Еще какие-то ответы есть? Is the cat dead or alive in this 1 minute? Кот или кот жив? Вообще истинный ответ, что кот не существует. The real answer would be the cat does not exist. Good. Any other answers? Но все-таки еще какие-то ответы. Let's assume this is conventional reality. Давайте представим, что мы действуем на уровне относительной реальности, а не абсолютной. So what did Schrödinger say? Что Шрёдингер говорил по этому поводу? Суперпозиция состояний. He was talking about superposition between the state of being alive or being dead. Okay, so therefore, in common language, could we say Schrödinger said that cat was both dead and То alive? есть, переходя на обыденный язык, можем ли мы сказать, что одновременно кот и жив, и мертв? Yeah, okay, good. So, this thought experiment begins to explain how reality is no longer discrete entities. И этот опыт, мысленный эксперимент Шрёдингера как раз и показывает, что наша реальность, с одной стороны, не представляет собой дискретных или отдельно существующих сущностей, But rather probabilities. но скорее мы действуем на уровне вероятности. And what was the original question? А вопрос первоначально был каким? Подтверждает ли мнение о, то есть о наличии, то есть за нашей реальностью, истинной реальности, теорию... The second question. Right. Yes. 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 So the hidden parameter, one of the hidden parameters in quantum physics is probability theory. Один из скрытых параметров квантовой физики – это теория вероятности. And in Buddhism, when we talk about, the two truths, В буддизме, когда мы говорим о двух истинах, we realize there are no discrete entities. мы приходим к выводу, что нет дискретных или отдельно существующих сущностей. Everything only exists in relationship. Существует лишь во взаимоотношениях, во взаимосвязях с другими вещами. As a dependent arising. Все возникает в зависимости от чего-то иного. Same as that second slide from David Bohm, Помните второй слайд Дэвида Бома, which said no objective reality. где говорилось, не существует объективной реальности. Everything only exists in terms of events and processes. Существует лишь на уровне событий и процессов. So this would be like a hidden, what did you call it, a hidden parameter for Buddhism, подобно теории скрытых параметров, но при применении к буддизму. which I think is very similar to some of the hidden parameters in quantum physics. Я думаю, что это нечто схожее с теорией скрытых параметров квантовой физики. Please. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дарлана, и у меня такой вопрос. Говорят, атомы на 99% пусты. И вот вопрос, значит, такой вот. Если на 99% все пусто, да, то есть, как бы, я имею схожую структуру, например, с водой или с огнем, и если я меняю себя, или любой человек, например, читая хорошие книги, или, например, делая плохие поступки, начинает менять себя, свои атомы, да, то есть мои атомы, они схожи с атомами, ну, к примеру, воды, да, или, к примеру, другого человека. Могу ли я на таком субатомном уровне менять окружающую действительность? Da. Yes, I have heard that physical matter, including our bodies, is made up of 99.9 to the 12th power empty space. Я, например, слышал, что 99% empty space. запятая 12 девятых после запятой — это пустое пространство. То есть гораздо больше, чем просто 90%. So if that's true of our bodies, Если это так, is it also true about the chairs we're sitting in? это также распространяется на тот стул, на котором мы сейчас сидим. If the answer is yes, why don't we fall through? Но если все так, то почему мы не падаем со стула, не проваливаемся вниз? So
Can we influence the surroundings? Можем ли мы влиять на окружающую среду? Of course. Конечно, можем. Of course. Безусловно. Our teachers are wonderful examples of И там how прекрасный пример наши they преподаватели, influence the учителя, surroundings. как они оказывают воздействие на окружающую действительность. Leaders in society the same. Лидеры в обществе то же самое. And especially those more pure leaders that have their motivation to be love and compassion. Те чистые лидеры, в основе чьей мотивации любовь и сострадание. How they influence happiness in those around us. Как они влияют на счастье, которое переживают те, кто вокруг них. So please continue the work of becoming a better person with more happiness and positive attitude. Поэтому старайтесь работать над собой так, чтобы стать лучше, чтобы позитивно, положительно влиять на людей вокруг вас, на окружающую вас среду. So all that good stuff can influence those around you. Потому что все то хорошее, что вы порождаете в себе, может воздействовать на людей вокруг вас, на среду вокруг вас. And I'd like to maybe one more question, please. Последний вопрос, если позволите. Я хотел спросить про бозон Хиггса. Ее называют еще божественной частицей. Я хотел узнать, что думает о данном бозоне буддийского мировоззрения. I don't think the Buddha wrote about Higgs boson. Я думаю, что Будда не писал в своих трудах ничего про частицы бозона, бозона Хиггса. The notion that the Higgs boson is not actually a particle, but is more like a field. Но эта идея, что частицы, что бозоны Хиггса это не it's not a particle, but like a field. не частицы, но скорее поле. And that field, anything that passes through it, it grants it the quality of mass, matter. И все, что проходит через это поле, так называемое, обретает массу. I think if we had a long, complicated discussion, we could probably find some similarities in Buddhist thinking. Я думаю, конечно, можно было бы в процессе этой дискуссии установить сходство между этой теорией и буддийским мировоззрением. It's a wonderful question. It's very complex, and would need a lot more time to discuss. Это прекрасный вопрос, он довольно сложный, и, конечно, чтобы его обсуждать, нужно продолжительное время. So I'd like to thank you all very, very much. Я хочу вас от всей души поблагодарить, всех вас. And I look forward to more discussions here at Tuba State University in the next today and the Я next few надеюсь, days. что сегодня и последующие дни в стенах ТывГУского университета у нас пройдут дополнительные новые встречи. Я всех вас искренне жду. Спасибо большое. Сегодня вечером в 6 часов ДНЦ.